Если начать копаться в серии игр Contra, да что там серии? Чего стоит только история создания портов в первой части, о которых я вам совсем недавно рассказывал. Так вот, стоит немного покопаться, и сразу находится куча тем для обсуждения. Народ уже настолько запутался в версиях, что не понимает, какая игра в каком регионе, как называется. В русскоязычной Википедии грубейшая ошибка. На Ютьюбе и на эму-сайтах кругом написана полная чушь. Во всем безграничном интернете нет ни одной сводной информации о том, какую игру и в каком регионе искать. Так, это нужно срочно исправлять, а то так и будете думать, что Гризо это японская контра, и искать игру на Spectrum на американском eBay. Зачем? Ну, хотя бы для интереса, что ли. Итак, составим таблицу. В левой колонке будут названия. Японское название, как я уже говорил, звучит как контора. Пишется, соответственно, иероглифами. По сути, самое оригинальное название игры и было адаптировано для Америки как контра. В верхнем ряду расположим основные платформы. Почему основные, это я расскажу позже. Итак, начали. Контора аркадная появилась 20 февраля 1987 года в Японии. В этом же году была привезена в США как контра, Европу как Гризо. Причем Гризо и контору я не нашел даже для эмуляторов, но множественные записи изображений и видео говорят о том, что они есть. Порт для NES, она же версия для игрового автомата Player Choice 10 и во многих переизданиях на более поздние консоли. День релиза под названием Contra в США 2 февраля 1988 года, снова контора в Японии 9 февраля 1988 же и в Европе уже Probotector с измененными спрайтами 28 декабря 1990 года. Выжигающий глаза порт для ZX Spectrum выходил только в Европе, и это Гризо. Версия для Amstrad CPC создана совместными усилиями Konami и Ocean. Из последнего уровня почему-то было удалено снежное поле. Для Commodore 64 вышла Contra и Гризо. По сути, они одинаковые, но в Гризо недостает большей части уровня с водопадом, оставили лишь босса. Contra создана Konami и Ocean совместно. Гризо же был выпущен исключительно компанией Ocean. Видимо, поэтому она и вышла обрезанной. Также в европейской версии был изменен титульный экран. Странная контора для MSX2 была только в Японии, ведь MSX это японский компьютер. Порт Contra для DOS, а также IBM PC совместимые Contra, две версии, сделанные для DOS в США. Одна была создана и выпущена Konami и Banana Development, вторую выпустила Ocean. Причем разницы между ними никакой, но версия от Ocean гораздо более раритетна. И снова та же самая игра в Европе выпущена как Гризо и снова компанией Ocean. Непонятно, где ее искать, но по слухам там графика улучшена, так как игра адаптирована под стандарты EGA и VGA. Также эта игра запускалась и на компьютере Tandy 1000. Итак, мы видим, что в большинство портов первой контры можно было поиграть, проживая в Европе, но их качество оставляло желать лучшего. На самом деле формула для получения максимального удовольствия от игры такова. Лучшие версии японские, в остальные игры нужно играть в американском регионе и затем уже в оставшиеся Гризо. И это только основные игры, объединенные одним общим прототипом в виде аркадной версии. Существование некоторых других портов под вопросом, ведь тогда индустрия была развита совсем не так хорошо, как сейчас. Да и в игры на всех этих стареньких компьютерах играли только программисты после работы по вечерам, да их дети. Где их искать-то теперь? Таким образом, вероятнее всего, были и отдельные Contra и Гризо для Commodore Amiga, но в общем доступе нет весомых подтверждений этому. То же самое и с Contra на Game Gear. Вроде бы в интернете есть сайты, где можно найти коды для этой игры. Также есть люди, которые утверждают, что она у них была в коллекции, но сейчас копии игры нигде не найти. Дамп ее тоже не сняли. Для еще одного древнего компьютера Tandy Color Computer 3 всего двумя разработчиками был сделан порт под названием The Contras. За основу была взята игра для NES, но уровни перемешаны и переделаны. Вышло что-то похожее на работу современных китайских мастеров 8-битного ремесла. Есть еще карманная Konami LCD Electronic C, она же Contra 1989 Konami LCD Electronic Handheld Game. Кстати, отличная штука для домашней коллекции. В общем, более 3 лет в Konami делали порт за портом бедной контры на все, что только можно. А мы теперь, коллекционеры, с трудом все это разгребаем и охотимся за раритетами. Ну, хотя, может быть, так даже интересней. До новых встреч! И, пожалуйста, не путайте названия игр, когда в следующий раз захотите блеснуть своими знаниями.